BMW and AGMC. We have an incredible night in store for you. My name is Katie Overy, and as always, it is my absolute pleasure to be your host for you tonight on this thrilling evening, because we are here to experience the launch of the all-new BMW M5. Здорово, БМВшникам. Здорово. Как дела? Все супер. Здорово. Как ваши? Все хорошо, вы как? Ну что, вы уже видели М5? Видели? И осталось 30 минут Для чего? до момента, когда ты ее увидишь. А, да? Я думал, мы опоздали. Сохрани в себе это ощущение. Что, прям прикольно? Интересно узнать твое мнение. Да, все в шоке. Ladies and gentlemen, the brand new BMW M5. Actually, the favorite car that I have is actually about to arrive very, very soon. If you all look to the right, we have one more vehicle on the way that is doing the seasonal. Sorry, the BMW M5. А, это универсал. As you can see, even the boats have stopped. Here we go, ladies and gentlemen, the brand new BMW M5. Что происходит? Чисто целая операция. Ну что, вот он, М5 Touring, М5 Универсал. Зовите как хотите. Its own entrance. It does. Ladies and gentlemen, we're about to Цвет be крутой. joined on stage by the brand new M5. Сильно, что она прилетела только что. Тут еще одна М5 появилась в синем цвете, в каком-то перформансе. В синем красиво смотрится вроде. Хрома нету, получается, с завода даже на обычной версии. Сразу антихром. Так, ну что визуально? Появились надписи М5. Здесь и здесь. Шильдик М5 теперь с каким-то контуром симпатичным. Тот же V8 4.4, две турбины, которые выдает 585 сил. И помимо этого еще электромотор, который выдает 197, почти 200 сил. Но это не значит, что эти два мотора нужно суммировать. Оно как-то не так работает, и поэтому здесь 727, по-моему, сил. И почти 2500 веса. 2500. Чтобы вы понимали, F90 весила тонну 800 с чем-то. И, кстати, F90, когда вышла, она стала весить меньше, чем F10. На несколько килограмм, но как бы тенденция как будто бы была та, что как бы увеличилась мощность и уменьшился вес. То есть F10 весит больше, чем F90. Ну, обычные, наверное, версии. О, кстати, на E60 стоит Eisenman выхлоп. Вот с такими овалами. Пипец, как мне нравится, как это смотрится. Прям как будто она должна была быть с завода такая, на вот таких овалах. Очень нравится. То есть тенденция у машины, ну, блин, я как бы тоже, можно их понять. Они, если бы они не сделали гибридную, вот эту главную BMW, главную М-ку, флагманскую М5, самую высокую, самую большую, самую быструю, самую дорогую BMW в линейке, если бы они не сделали гибридную, то, скорее всего, с продажами были бы проблемы, потому что в Европе, насколько мы знаем, с этим все строго в плане там налогов, плюс еще там всякие выбросы, вот эта вот вся история, экология, все это сильно зажимает все нормы, и поэтому, чтобы сделать М5 быстрее, им пришлось ее сделать гибридную. И, скорее всего, чтобы избежать каких-то налогов. Поэтому, к сожалению, такие реалии. Я уверен, что те самые трушные люди, которые создавали вот этот V10, который, когда первый раз завелся на заводе BMW, когда ее только сделали, на остальных заводах просто потух свет. Я уверен и знаю по-любому, что 100 пудов они хотели бы создать что-то такое же трушное.
И отчасти я не понимаю, что да, это, конечно, чуть-чуть, наверное, не то, чего хотелось бы. Но все равно, что это крутая машина, которая имеет место быть. По крайней мере, она осталась на V8, в отличие от той же C-шки 63, которая вышла 2-литровая, и ее вообще никто не покупает. Вы заметили вообще, насколько сильно уже не актуально сравнивать BMW с Mercedes? Как будто бы эта война уже проиграна. Ну, реально, уже нету этого. Даже в интернете, даже вот среди нас нету уже этих подколов. Стрингер, Mercedes, фу, AMG, BMW круче. Этого нет. Как будто бы все уже признали, что BMW это лидер в этой паре. Все. И насколько все М5 разные. Это та вообще, какая у нее рядная шестерка была. Про первую ничего не знаю, не скажу. Это Atmo V8, это Atmo V10, это Turbo V8. Это тоже Turbo V8, но впервые на полном приводе, который отключается. А? Да. И теперь это гибридная М5, как будто бы тенденция понятна. Но если будет следующая электромашина, конечно, будет грустно. Доброе утро. Нормально все? Спать пипец, да, хочется? Ну что, время 8:30. Я открою. Нет. Я открою. Я... Братан. Негодяй. Да. Не открывай. Доброе утро. Мы снова в Москве. На этот раз я в гостях у Тёмы. Пипец кайф, еще часов 16, да, поспать? Ладно. Собирайся. Едем. Куда только едем? За тачкой, братан. Я только ради этого могу встать так рано. Посмотрите на эти тапки. Тихо. Сколько денег такие тапки стоят? Так расскажи нам. Ты пришел будить меня? Ну я тебя разбудил, и тут в глаз попали твои тапки. По очереди раздавали по билетам. Да, пипец, блин. Кому раздавали? В Инстаграме Вроде разыгрывали. пипец, у тебя океан тут, На конечно. телегу подпишитесь. Я подписался, мне дали. Угу. Ты сам когда проснулся? Брат, 2 минуты назад. Ого, нифига себе. У меня сражение с тигром было, походу. Сражение. Не заражение. Да вот так бахнул. С кем-то поругался, походу, во сне. Видно? На следующей неделе нас ждут главные матчи чемпионата мира по футболу, полуфиналы. И кажется, что сейчас весь футбольный мир живет одним турниром. За это время мы увидели невероятные игры, неожиданные результаты и моменты, которые будут обсуждать фанаты по всему миру. Такой футбол бывает раз в 4 года, поэтому пропускать такое не хочется. А следить за чемпионатом мира вместе с ФОН становится еще интереснее. На время турнира они запустили масштабную акцию, разыгрывают 600 миллионов бонусов. Кроме того, у ФОН широкая линия, выгодные коэффициенты и быстрый прием ставок, чтобы можно было следить за каждым матчем еще более вовлечен. Ну а если вы еще не зарегистрированы, по моему промокоду доступен приветственный бонус до 15 тысяч бонусов. Ссылка будет в описании. Переходите, участвуйте в акции, следите за главным футбольным событием этого года вместе с ФОН и ловите атмосферу большого футбола. Чемпионат коснется каждого. Короче, спустя уже почти год прошел с момента презентации М5 в Дубае, и только сегодня я впервые в нее сяду за руль. Я очень долго оттягивал этот момент, естественно, были
варианты сесть туда пораньше, но я хотел, чтобы это было что-то особенное, и чтобы прям первые эмоции, и прям вот полноценный ролик про М5. Евген сегодня остается тут, сегодня мы на G-Gang, братан. Да. Газ? Так, ну у нас тачка в максимально классическом цвете. Island Man в честь острова, на котором гоняют на мотоциклах. Без керамики, на светлых колесах и на рыже-черном салоне. На таком двухсоставном. На Бауэрсе она. Да и пока что вроде бы все. Без люка, без карбона. А, нет. С панорамой она. А ее заряжать вообще надо? Да, надо, но я думаю, что вы пока доедете, как бы если вы на бензиновом Она моторе сама поедете, она зарядится. зарядится, да. Ты тоже это слышишь? Все, сейчас она электричка, Ага. сейчас завелась. Ага. Спасибо. Так у меня тоже так. В смысле? Что такое? Ну, М5, ну вот такое первое впечатление, пацанва. Блин, нету ручки. Блин, вот это, кстати, обидно, это в динамике неудобно. Ну, на рек. Жестко скрипит. У меня тоже. Что-то случилось? Нет, это же болезнь типа их. Реально? Да. Офигеть. Чё? Нет, это, наверное, вентилятор. Сила вентилятора. А, она сенсорная? Да. Как будто бы не прикольно, если честно. Что, сенсорная? Ну, братан, да. видишь, тут минимум кнопок. Минимум, Ну, да, они но это, убирают. это как-то и бликует даже, и немного прям дешево смотрится. Брат, ну мы, видишь, мы уже просто F поколение, поэтому... F-Generation. Зато, смотри, М1, М2 у нас вот такие кнопки, брат. Конечно, она тянет пипец, нет? Ну, есть момент. Она, конечно, тянет. Единственное, знаешь, что непонятно? Вот у нее же батарейка высаживается, а она же только с батарейкой на всю едет. Ну да. А если вот так вот пару раз нажать, она уже на третий раз не поедет так мощно. Вот это вот интересно вообще разобраться в этой теме. Ну, понял, о чем я? Да, Короче, понял. мы едем к Сане Булкину, он сегодня в Москве, приехал ставить мировой рекорд на своей М3 Турин на G81. Он ее там собрал, какой-то космос, там 1500 сил. Сейчас будем смотреть, увидимся с ним хоть, а то мы с Дубая не виделись. Блин, офигенный CarPlay огромный. Не знаю, мне вот эти мониторы нравятся. Вот то, что они с чуть закруглениями, это прям офигенно. Вот то, что скрипит Не совсем я сиденье, согласен с что-то. тобой. Ну, скрип сиденья вообще, в смысле. Да, короче, к тачке надо реально привыкать, потому что ты вообще не понимаешь. Ты привык, что, ну, ты знаешь, где какие кнопки, здесь так вообще не. Вот как CarPlay включить? Братан. Короче, непонятно. У нее включена вот эта тема, что она подруливает тебе полосу. Как ее здесь выключить, я тоже не понимаю. Короче, на ходу сложно Может быть, понимать. слева? Как обычно. Обычно вот здесь же кнопка типа безопасности. А, точно. Я включил D, и у нас третий кубик коробки. ты про Где режимы этот коробки? кубик включать? Да. Где кубики? Я хочу уехать во втором кубике. Как мне его вот быстро включить? Ну, короче, Расскажи, может, кто-то не знает, что это такое за режимы. но это кубики. типа вообще эта тема появилась на ДКТ. Нет, на СНГ еще в Е60 она появилась. Да. Только там было, по-моему, 5 кубиков. 6. И еще когда отключаешь стабу, включается 6-й. Это типа жесткость работы сцепления. Но у нас автомат. Но это типа, ну, можно сказать, что это типа жестко. Ну, короче, режимы коробки, наверное. Ну, как их менять? Ты понимаешь? Нет, пока. А, вот, Drive Select. А, видишь, они даже уже эти кубики так и назвали. Комфорт, Спорт, Спорт Плюс. Кошмар. Так, первое впечатление, пацаны, первое впечатление. Я как и хотел, вот мы первый раз едем первые минуты. Пока что потерянность. Надо чуть-чуть потыкать, разобраться. Ну и честно, вот честно скажу, ну, у меня почему-то был настрой более такой позитивный в нее. Вот этот скрип и ощущение, что ты сидишь в какой-то такой деревянной машине, то есть нет в ней ощущения, что ты сидишь в каком-то таком дорогом, приятном, комфортном диване. При
том дорогом по-настоящему. Потом она реально дорогая. Вот это что-то сделали. И есть ли у меня ощущение, что я в какой-то спортивной машине еду, тоже нет. ДМ5 вроде не Ускоряется. сильно спортивная. Ну да, ну блин. В Москве, пацаны. Так, ну пока что вот первое впечатление, хочется в М2, хочется в F-серию сесть. Домой. Да, руль пипец мне как нравится, он очень красивый. С Ну кнопками, да. мне кажется, переборщили с большими, а так? А почему на левом лепестке Boost написано? Буст? Да. Надо разобраться. Но А подрыв- ты тоже ничего не знаешь про эту машину? Ничего не смотрел? Брат, ну я техничку только знаю, с чего она собрана. Кнопки я не знаю, я первый раз сейчас еду и тыкаю. Блин, ну про это уже все говорили. Про вот эту вот станцию стеклоподъемников. Она причем даже цветом отличается. Приоры. Про это все уже говорили. О, у нас есть шторка, кстати, сзади. Шторка тема. Но шторка и в 92-м у меня была. Короче, на самом деле, вот я это все рассказываю больше для ролика. Мне вот на все эти моменты плевать. Вот в плане, какие тут кнопки, то все. Я вообще не парюсь вот на эту тему. Мне главное, как тачка едет и как она управляется. Я от этого кайфую. Ну да. Что, мы приехали на полигон. Тёмик, пристегнись. Как он называется? Быково? Быково. Тут пацаны исключительно на Микки Томпсонах двигаются. Борются за секунды. Я тут, кстати, был на Анлиме. Блин, то ли в 19-м году, то ли не помню, короче, с Алексеичем мы тут были. Кстати, тогда только F90 вышла, и вот на Stage 2 она ехала, что-то там 9,2. И мы вот тут снимали, катались, по-любому. Те, кто долго меня смотрят, видели это видео. Турбаки. Тоже вот подружка наша. Вот мы на такой же, прикиньте. Так, ну что, вон они, два арбузика, и вот он третий едет. Только чуть другого сорта, понял? Перекрываю. Здорово! А я тебя встречаю, Саша говорит, ты на такси, а ты вон на какой? Да, на такси. Малышки. Нифига у вас пополнение? Да, Поздравляю. спасибо. Сейчас познакомимся. Я ее не видел ни разу. Че вы? Вы все гоняете, пацаны. Здорово. Тут можно встать или где-то лучше встать? Давай мы выйдем. А что у нас, 3 арбуза, что ли? Да, 3 арбуза, брат. Так, тут нету П, блин, тут надо ручник нажимать. Запомнил? Ну что, гангстеры? Как старые добрые? Да, здорово, блин, Здорово. поближе. Как вы? Мы Здорово. соскучились очень сильно. Как У дела? нас тут 3 арбузика получается. Да, Мы очень соскучились. здорово. Здорово. Ну что, ты прокатился? А ты знаешь, что происходит? Вообще не знаю. Ну, мы мировой рекорд поставили. Уже? Ну, без меня это произошло. А. Мы сегодня, типа, здесь, чтобы его подтвердить. А мировой рекорд в чем? Ну, G81 Да. и среди гражданских Ну, в универсалов смысле, по всему миру. 100-200? Квота. Квота. Как думаешь, сколько? Блин, секунд 8? 8,6. Реально? Нет. А, вы еще не катались? Не, А, мы только вовремя? приехали только. Все, Вообще, понял. Самый это. Слушай, ну как нормально мы подобрали тачку под ваш выпуск? Я долго на такси, ты написал скромно. Ну, я что-то Илюхе написал, говорю, Варик, он говорит, да. Мы и взяли. Заодно и для себя. Блин, пока первое впечатление Непонятно? не очень. Такая какая-то она деревяшка, Я до сих пор не деревяшка. катался. Да? Ну, хочешь покатаемся? Честно, прям, ну, ускорение есть. Ну, конечно, не 1500 сил, но, Наша задача как-то зацепиться, потому что очень холодно уже. ну да. Вот, то есть тачка летом, когда я был с переломанной ногой, без меня здесь поставила вот 8,6. Мы сегодня Офигеть. я хочу проехать в руле хотя бы 8,8. Вот, то есть у нас такой план. Подожди, а 100-200, сколько она едет у тебя? Для меня, типа, 3 и... все понял. Дальше можешь не 2, продолжать, этого 3, достаточно. 4, там, да, что-то такое. 0,100, 1,9 здесь. Охренеть. Блин, ну я бы хотел это ощутить. Это реально вот, то есть машина полностью укомплектована. Там не снят салон, то есть все на месте. У Вообще, нее она не по факту облегчена. Stage 3, правильно? Ну, типа, наверное, уже он не измеряется, когда там, ну там Ну, типа, 1250 турбины не сток. сил где-то. Сингл огромный. А давай, можно посмотреть? Да, конечно. Я, кстати, сам еще не видел. Тут у нас чисто драговый слик. Нита. Это японская шина, не Микки Томпсон. А сзади Микки Томпсон. Готовы? Да. Ого, Размерчик нормальный. базару нет. Братик, ты малыш куда такой. собрался ездить?
Ладно, как назвали, расскажи. Лева. Лева. Здорово, ты что-то видишь там, братик? Ну, что-то видит. Ставить Ну, сейчас ему будет 4 месяца, его можно уже будет на груминг отдать, постричь. Пока он вот так, волосатик. Это как порода называется? Мальтипу. А, это мальтипу? Да. Хороший. И причем он, представляешь, он вообще он любит на машине ездить, он спит, и еще его не пугают. Не пугают? Да. Ну, кстати, есть подозрение, что с нами не останется. Ну, Саш, Почему? Потому что я чихаю на него. аллергия? А вон человек вот... Артем, я жесткий аллергик тоже. Мне и по весне, на цветение, на все дела. Блин, прикольно, у нас собачий эпизод получается. Короче, вот такой у нас комплект сегодня. Естественно, мы на ней никуда гонять не поедем, потому что это прокатная машина, надо уважать то, что это прокатная машина. Естественно, Илюха может нам дать добро там и подрифтить, и побуксовать, и погонять, но это немного неправильно в плане того, что транслировать на аудиторию, что на прокатной машине так можно, поэтому мы этого делать не будем. Но я постараюсь найти еще какую-нибудь G90, на которой можно будет подубасить, потому что лично мне интереснее всего и подрифтить на ней, и погонять, и порулить, короче. Я люблю это в машине. Все эти кнопки, как я уже сказал, мне не очень важны. Охренеть. Звук бешеный. Она прям как JZ работает. Я вживую, кстати, сингл турбо ни разу не слышал. Нужно, я так понял, на секунду она может быстрее ехать. Да, жесть, конечно, эти все драг-рейсинги. Но сложно, когда у тебя 1300 сил, это уже, ну, сам понимаю. 1300 в итоге, да, сил? 1300. 1300, все. Сколько ты туда денег вложил, чтобы она так ехала? Давай оставим за кадром этот Ну, момент. типа, еще одну М3 или, ну, поменьше? Ну не, поменьше. Поменьше. Поехали тоже. Бахнем на джихе? Блин, ну некрасиво, понял? Если бы это была не прокатная тачка, а Илюхина, я уверен, вообще без проблем. Просто, ну, представь, вот какая-нибудь малолетка тупая, вот какой-нибудь твой одноклассник посмотрит видос, пойдет, возьмет эту тачку, да, и подумает, что на ней можно так же, как мы. Штаны спадают, братан. Чё? Авокадо. Я думаю, что привод, потому что он смотрел под эту. Может, кардан? Вообще как будто... Кардан? Ну, как будто хруста сильного не было. Кардан? Кардан? Реально? На G-серии, не болезнь. Так что, все-таки болезнь получается? Не, ну, так бывает. Только мы стояли, обсуждали, мол, на джихах карданы вообще не проблема, на эвках болячка. Заказали. Смотри. Типа карбон кардан. Вот вам и рекордсменка. Ну, братан, это так всегда, что любая мощность, любой вообще тюнинг в тачку, это все сразу проблемы. Что, братан, у нас полноценный тест-драйв, мы теперь сзади, две пассажирки. Смотри. Вот такие. Это телеки вставляются? Да. Пипец, вот с каким представь, с моими коленями Это я тут только сидел. телека не Это я хватает. сидел. У нас тут свой климат, свой уголок кайфов климат. тоже здесь. Две зарядочки. Смотри, какой ужасный он, братан. Кто? Монитор? Климат. Почему? Я что, не Тебе так? как? Ну, просто китайщина, нет? Да ладно, ну пойдет. Или я при... Вот, блин, вот ощущение, что вот она вот такая вся вот. Так она такая Понял? вся и есть, Вот без именно расширки, восприятие. без всего. Не, я Даже именно- строчку не пустили на Я панели. именно про вот ощущение не то, что она там не прошита где-то, а именно вот ты на ней едешь, она вот какая-то вот такая вся. Вот в М2 такого нет ощущения. Хотя М2 тоже без расширки, без ничего. Хрена себе ковши. Прикольно.
Здравствуйте, господа. Здорово, здорово. Здравствуйте. Здорово. Приветствую. приятно. Мы тут сзади посидим. Давно не видел. Подожди, они не ломайки? Не ломайки. Даже боковой поддержки. Прикинь. Подожди, ты сейчас тоже первый раз? Да, О, вообще, так у я нас с тобой специально- вдвоем первые Я эмоции. специально не это самое. Я думал, я прокачусь уже на стейже, но так и Да. не это самое. А, на стоке неинтересно, да, тебе кататься? Я понял. Скрипит? Да, это норм, типа? Сейчас ты У поедешь, Гордея вообще такая проблема, офигеешь, да. братан. Да? Это, оказывается, болезнь. Спасибо. Готово? Подготовила передачу? А сейчас что? Сейчас что? Ну и нахуя пятый? Не-не-не-не, у меня сомнения, что там стейдж 1,5. Там очень легкий. Очень легкий, вообще легкий. Да, если бы он был стейдж 2, он бы улетел в А, космос. ну а 4 человека, ладно. Довольно? А, нас 4, да. И у нас Ну да, у нас ладно, же согласен. реально категория С, кстати. Согласен, да. По сути. Мы столько Мы сейчас весим. больше 3 тонн. Ну так, ну не, вот за 20 там с копейками ее брать, это прям вообще. Ну да. Ну, за 20 можно взять Turbo S с пробегом небольшим. Ну ладно, это разный класс машин. GT3. Ну GT3, да. Это 3 можно взять. Да, ну видишь, там ругают. Range Rover. Там ругают. Вот E63, я согласен, мне намного больше нравится. На задней. Ну что там на галерке? Сейчас рассажу. E63, я чуть прокатился, он прям эмоциональный. Прикольно, там какая-то анимация. Да-да-да, причем он сначала не хотел, потом вроде встал. Ну я такой часто в жизни бывает. Возраст, Братан, какой возраст? Тебе 30 нет. уже бывает барахлит. Ты что, с ума сошел? Чё, Может, да? Липтон зеленый пора перестать пить? Мне кажется, только в Липтоне зеленом. Ты слышал? Видишь, как танцует туман над Москва-рекой. Ты видишь, как он... А, вот где музыка переключается. Удобно. Видишь, потихоньку разбираемся, братик. Видишь? Кнопочки находим. Ну, кстати, норм. Ладно, Удобно. вот мы катаемся целый день. Что ты скажешь? Слушай, ну... Тоже как катаемся. Видишь, чтобы мы катались. Мы всего Ну, лишь все два равно раза нажали. передвигаемся на ней. Хочется чуть ее раскрыть, понял? Ну, раскрыть же не получится. Получится хотя бы ускорение, ланчик сделать хороший, колесики чуть-чуть спустить, а то мы едем на давляке пипец. Сколько давляк? Братан, ну, Ну-ка натыкай. жди, Да? Смотри, БЦ. ожидайте. БЦ. Так, как тут натыкать? Контент, use SSZ, Вот в этом меню, по-моему. вот. Так, Блин, у нас спускает задняя левая, брат. сколько? 1.9. Где? Вот. Видно? Да. Хорошая. Дядька взрослый там. Красивая. Ну, блин, цвет этот авдюшный не очень мне нравится. Да. Ну, Вот эта тема жестко надоела. Скрипеть? Блин, меня так бесит, когда люди вот так лежа ездят. Это вот так некрасиво выглядит. Как я? Да. Брат, ну я отдыхаю на пассажире. Ужасно выглядит. Ну реально, это чисто, знаешь, как будто мы на приоре едем. Я еще люблю, когда все духи одинаково. Ты как я сейчас сидишь? Ну, тебя не бесит же? Да, вот так нормально. Еще чуть вперед можно дать. Все, хорош. Вот так и едем. Тупая малолетка. На. Так, эпизод про М5 продолжается, пацаны. Ладно, шучу. Вот такой экземпляр у нас. Не прокатный, черный, катанный, на керамике. Она, кстати, почему-то не вроде бы золотая, а сзади она какая-то песочная. Как будто чуть отличается цвет. Или так кажется, не знаю. Короче, это такая же G90, как и зеленая, но у нее единственный нюанс. Она на полном Акроповиче, на пайпе и зашита, то есть она Stage 2. Я вообще не представляю, как она едет. И самый главный нюанс, она не залочена, и на ней можно включить задний привод, отключить морду и подубасить. Такие прикольные насадки теперь на Акроповиче, на Джихе, на М5.
Фулл титан, пацаны. Я бы, конечно, скажу. Ну теперь хоть на М5 похоже, нет? Да, какой ужас, конечно. С кем мы гоняемся вообще? 007, это что, агент 007? Это Зикр 007. Зикр 007. А там люди есть, да, в машине? Или он просто... Или это Яндекс Сам какой-то, себя это... украл. Курьер по городу. Так, нас снимают там. Да? Ну, мы тоже их снимаем. Мы их тоже снимаем. Мы тоже их снимаем. Там девочка едет, нет? Реально? Это с кем мы вообще гоняемся? Это что? Все, брат, страшно, страшно. Раз, два, три. Брат, ну ты по-краснодарски давай сейчас. Давай, сигналь. Кованый карбон. Ну, типа мы уезжаем. Ну, вопрос в том, что я не понимаю. Может, у него сил 200? Он разряжен. Понятно. Вот мы приехали на заправку. Так. Ставим Добро пожаловать в паркинг. нашу Да, передачу. добро. Здесь есть такая чудо-кнопка открытия бензобака. Да. Нажимаем, идет подготовка заправки. А, да ладно, оно такое пишет? Да, заправка топлива возможна. Сейчас теперь подойдет заправщик и заправит нам Ага. машину. Это специально сделано для того, чтобы из-за того, что это гибрид, она выпускает воздух с бака, чтобы машина не взорвалась. И если у тебя будет полный бак, мы сейчас нажмем на кнопку эту, ну, типа кнопку открытия бензобака, она не откроет его из-за того, что места типа нету воздуха выгнать. Не, А она не почему оно может взорваться? Ну, из-за того, что это гибрид. Ну, объяснение, вот, по крайней мере, какое-то такое. Там. Интересно. Кстати, тачка на карбоновом пакете в салоне. Из карбона тут только вот это, Соты до полного. вот эта борода. Еще он поменял сеточки Бауэрса на светящиеся. Ну и самое ужасное, что он сделал с этой машиной, он ее в круг зашумил. Она ж и так легкая была, теперь еще и зашумленная. И она, именно это матовый цвет, то есть она и в пленке, но и цвет у нее матовый, заводской. Нормально она ускоряется. Может, когда хочет. Блин, хорошо, что зашумленная, да? Вообще дороги не слышно. Вообще классно. Ну, давай вот с 70 где-то нажмем, вот интересно. Сколько она плюет? Что-то там едет, моргает. Сколько она на прошивке 100-200 едет? Получается, ну, самое лучшее, что она показала, это 5,4. Но вообще, с учетом ее полной шумоизоляции, это очень хорошее время. Мы не говорим о том, что типа там есть уже машины, которые сделали level performance, там ремонт. У них машины там едут 5,1, могут 5,2 поехать. Ага. Короче, для ее веса она едет очень хорошо, потому что типа, по факту она стала еще тяжелее. 0-100 она типа поехала 3,1. Вот это тоже на резине, которую вы видели. Подожди, а сток едет сколько? 3,9? 3,6. 3,6? Да, 3,6 сток едет. Блин, ну 5 меньше 6, 100-200 для машины, которая в стоке весит 2,5, а Да. тут еще шумка, фаркоп, Да. сетки в дверях, Да, мы типа, доводчики. мы прям максимально тяжелые. Я думаю, сейчас 2700 она точно весит с этой шумкой. Ну, я думаю, да, где-то так. Но при этом баланс того, как она едет и того, как она весит, крутой. Тачка на стейдже едет очень круто. Блин, хлопает
а без раздувки она нормальная. Ну, типа нету никакой разницы, если ты едешь там с ланча или без. Она даже как будто без ланча едет Но интересно. это, видимо, за счет электромотора. Он-то Конечно, он тянет. не раздувается. У неё, типа, есть ощущение паровозной тяги. Да. Она просто тянет, ей не важно. То есть вот самый кайф этой машины, который вот, ну, рушит ее стереотипы веси, что она там медленная, и это, как она просто ускоряется. У нее нету никакого затупа, она не думает, вот ты просто газ нажал, как в игре, и она ускоряется. Ну, к примеру, Ну да, нет, вот, ну как, она как до на передачи электричках. скидывает. Да, вот у нее ощущение как электричка, но при этом с мотором. То есть вот и все. Вот и вес. Охренеть она. Я думал, мы кувыркнемся. Ну ладно, у тебя было F90. Ты рад, что у тебя сейчас такая машина? Ты же ее не купил, потому что пришлось. Тебе же она понравилась. Когда она вышла, я сначала ее не понял. Мне она очень не понравилась, какая-то было непонятное, не знаю, ощущение, что типа, блин, что это такое? Как бы вроде бы жопа нормальная, морда типа салон, где самое главное, ручка. Да, этого не Как хватает. это в этом меме, то, что сейчас есть, вот это вот, когда... Я как-то так подумал, блин, ну что-то и вес какой-то, 2,5 тонны, что это такое? Но потом, когда машины начали появляться, человеческий глаз, он всегда замыливается. И ты уже начинаешь смотреть на нее. И ты, когда начинаешь эти фотки появляться, ты такой смотришь, а что-то она так неплохо, а вот тонированная она выглядит типа красиво, выглядит неплохо, и морда как будто нормально выглядит, и вот черная она уже прикольно в мате, то есть линии как капота, крыши, то есть это как-то все играется, и ты такой смотришь, думаешь, блин, а выглядит это неплохо на самом деле. Ну хорошо, эта машина круче. Она стала взрослее. Она не стала круче, она стала просто взрослее. У нее есть свои плюсы, но есть свои минусы. Она не стала круче и не стала хуже. В каких-то моментах, да, типа пластик стал там, ну, что-то убрали, что-то добавили. Какие-то новые фишки добавили, какие-то старые фишки убрали. Из-за этого получается дисбаланс. Ты типа привык к одному, покупаешь что-то новое. У меня нету, допустим, как у владельца этой машины, ответа на данный вопрос. Стала ли она хуже, стала она лучше. F90 крутая, это тоже крутая, и она новая. Еще пока типа ее не распробовали все и не могут сказать ничего про нее. Потому что только-только сейчас начинают ее все расковыривать, что-то смотреть, что-то придумывать, какие-то фишки. Года через 2 все будут на нее ходить и говорить, вау, какая крутая. Когда E60 вышла, тоже все говорили, что это за отвратная машина. Да. А потом сейчас, типа, спустя 20 лет... Легенда. Легенда, V10, V10. Давай. Что? Да, не надо, вон М5 красивая. Прикольно, да, она хлыстает прям? Балаган. Намразил, братан. Зарядка кончилась. Нормально, она звучит. Слушай, ну выглядит злобно, не знаю, с этими ноздрями. Да, реально. Без досок. Ага, без досок. Мне нравится. Запах вот этот, звуки вот эти. Почти 3 тонны машина. В смысле, она как газель, брат. Блин, ну раскатанная тачка уже на стейдже. На стейдже, да. Едем спать, а завтра... Гля, он как втянулся. Едем спать, а завтра будет весело. Брат, мы точно на моем канале? На, твоя телька. Все, это твой выпуск, занимайся. Хоть воды.
О, нормальная картинка, кстати. Всем привет, спасибо, что позвали в этот выпуск. Вот такая вот Пойди тишина. свою машину покажи тоже. Блин, а красивые кадры, знаете? Удобно камеру. О, а, кстати, нормальный кадр поймал, знаешь? Да? Посмотри, какой кадр больной. А, ну, кстати, да, вот эта тема. А вы уже сказали, да, про эти дырки? Ну, типа то, что радиатор открыт, у меня коты там жили. Что, все? Снимался? Да. Прикольная аппаратура. Так, Скажи. мы научились. Мы увидели надпись «Буст» на лепестке. Сейчас выжу сюда. «Буст». Видно? Не видно. «Буст». Братан, ты вообще понимаешь, куда показывать? Нет, я не вижу, бля. Брат! Короче, мы едем просто в МДМе 4WD Sport. В спорт-режиме. Мы зажимаем лепесток. То есть понижение передачи и держим. На весь монитор сейчас загорится буст. Она походу раздуется, и мы поедем. Как тебе такое? Ну давай. Подожди, перед нами газель, а то мы сейчас раздуемся. Так, ты сейчас зажимаешь Все, я сейчас лепесток. просто еле жму газ, мы едем 80. Так, Я продолжаю так и ехать, зажимаю лепесток. Готов? Да. Вот зажал. давай. Она пишет нам буст и газ в пол. Видишь буст? Как будто она просто понизила передачу и всю мощность гибрида активировала. Ну, у меня такое ощущение. Так, как будто можно просто скинуть две передачи. И вот тебе тот же буст, нет? Блин, ну едет она, базару нет, конечно. Вот это ускорение в любой момент, неважно какой ты передаче, она тебе сразу электромотор врубает. Ну, то есть, даже если ты едешь там на низких оборотах и нажимаешь газ, она за счет электротяги уже ускоряется, а потом уже и раздувает турбину и поднимается по 8 уже. Вот смотри, я зажимаю, Так. она мне включает четвертую, третью, пишет буст. Ну, по факту это то же самое, что просто скинуть две передачи. И просто тут такой дискотека. Дискотека. Видно на камере, что там буст? Ну да. Вот так себе. Нажимаем. Блин, дергает. А, смотри, нет, походу, уже не делает. Вообще, На зарядки весь не монитор хватает. было видно. Видно? Да, было видно. А, есть Динамик еще... плюс. Да. Есть еще M-гибрид. Ну, тут как бы все пояснения есть. Динамик плюс — это гибридный режим, ну, типа, в максимуме, который работает, для того, чтобы ты ускорялся. Просто динамик такой, типа, чуть попроще. Электрик — это полностью, ну, электрик — это который зашил этот. Он поставил здесь лок, чтобы не включали задний привод. Это вот он, электрик. А Это вот E-Control? если мы его включаем, двигатель полностью глушится. Кстати, мы можем проверить, до какой скорости. Все, у нас двигатель потух. Он показывает чисто, ну, насколько сильно я жму газ. Типа на все 100%. E-Power в процентах, понял? У E-Power. меня ощущение... Куда E-Power. жмать? На что жмать? Вот видишь, тут есть рисочка чуть больше 120. У меня ощущение, что после этой рисочки включится двигатель. Ну давай попробуем. Давай. Там 150, по-моему, да? Чуть меньше. Горит 150. Меньше. Вот. Так мы А, сейчас... нет, это рисочка, это максимум, который мы можем ехать на электромоторе. Понял? И у нас запас 30 километров. И это половина электробака, если я правильно понимаю. То есть у нас справа здесь электробак, заряд. Слева у нас сотый Лукойл. Ну, братик, ну что здесь, экономить приехали, что ли? Блин, вот это вот имитация ДКТ, вот этот вот тупой пинок автомата, который вообще может, ну, как бы, просто для ощущений. Ну, то есть он не включает передачу прям вот так, как Е60. Блин, ну вот, что-что, вот хоть она и вся, но ускорение есть. Вот Есть это момент. гибридные ощущения прикольные. И в этот момент, когда она так ускоряется, вообще не чувствуется того, что она весит почти 3 тонны.
Доброе утро, брат. Загородное. С чаечком и с островом мужчин. Надо объяснить, наверное, что это такое. Остров мужчин? Ну, цвет ее. Island Man. Сегодня такой свежий день. Свежий. Дождливое утро было. Мы чуть-чуть проспали. Я еще открыл у себя окно. На улице плюс 7 где-то. Братан, я так выспался. Я замерз. Но мне было так офигенно. Ну что, мы сегодня переспали с мыслью о том, какая вообще эта машина. Ну, как по мне, она безумно красивая. Я так рад, что наконец-таки в М5 сделали вот эти арки, которых не хватало в F10, в F90. Блин, какая же она жирная. Вот же он, V8 S63. Правильно же? Слышь, подожди, S63 же здесь остался? Чуть я запутался. Плевать, короче. V8, 2 турбины и плюс еще гибридная установка. Где-то вот там батареи по низу у нее, понял? Вот эти Вот они, да. Не, они под нишу, я это точно знал. Слушай, я их, ну, естественно, сам не видел. Но они под нишу. Батарейки 2. Ну и из-за этого вообще, конечно, весь этот вес. Я не считаю эту М5 какой-то плохой. Все М5 по-своему разные. У всех свой какой-то внутренний мир, своя какая-то история, свои моторы, двигатели. Когда-то она была и на V10, и на ужасной коробке. Когда-то она была только на механике. И вот сейчас первая гибридная М5, которая 100% имеет место быть. Ого! Брат, ладно. Поехали. Слышишь? Поехали. Куда? Поехали. Куда? Брат, контент пиздец. Куда? Давай. Ты что, дурак? Так, а что Тормоз, старт. Вот, она уже запустилась. Нажимаешь... Нет, она не запустилась. Да, включаешь двигатель через какой-нибудь спорт-режим. Двигатель запускается. Слышно, насколько задушена машина и насколько ей не идет фаркоп. Это кошмар, конечно. Но это я знаю, я в F90 тоже такие темы видел. Это BMW-шный оригинальный фаркоп, типа как доп. Опция. Охренеть. Блин, вообще круто жить в это время, когда такие тачки еще выходят. Я уверен, что если бы она была полностью электрическая, я бы точно не имел интереса ее снимать. То есть мы можем так и по городу кататься? А на это права нужны? Нет. Нет? Ну, там до 350 килограмм, по-моему. А, да? Брат, только по-братски, лишь бы он в багажник не дал. Вот это все стоит? Да. Я боюсь. Это угар. Короче, это бир-пиха. Какая-то тоже полуспортивная. Она на нулевике, на выхлопе. Сейчас мы ее запустим. Вообще офигеете, как она шагает. И как она шуршит. Тёма на нем в каких-то даже соревнованиях участвовал. Оп, братан, вот тут страшно уже. Да, козел! Брат, только не утопи ее по-братски. Тормоз с газом не перепутай. Блин, жопа широкая, я ничего не вижу, я габариты прицепа не вижу. У тебя же камера работает. Да, но она вот так и снизу. Брат, страшно, пипец. Брат, дрифтить не дали. Ну да, сейчас на мотоцикле топаем. Давай, дверь тебе подержи. Слушай, ну этот проезд, когда строили, не планировали, что такая жирная здесь машина, да, заедет? Четко подлодку рассчитывал. Брат, ты ручник натянул, точно? Да, Давай с кирпич хрустом. под колесо кинем тоже. Ну давай, что? Пару трюков нам покажешь. Пару трюков. Ну. Такая она, оп, технологичная. Блин, выглядит очень, конечно, по-мажорски. О, блин, кайф. Звук топ. Что такое? Бензина нет? Вот там, если что, вот с этого залива выплываешь, и там уже Волга, река. Самая большая. Холодно? Вот он умеет, конечно.
Нифига. Это что за звук был? Ну, брат, универсальная она. Это он на ковке? На ковке? Офигеть. Он 2006 года. А, в натуре он взрослый. Я просто в них не У шарю. меня посыпалась турбина. Красиво. А какой тут объем? А? Объем какой? Кубиков сколько? По-моему, 1700. 1700? По-моему, да. Или 1000. Или 1004. И он компрессорный? Жестко. Короче, я провафлил ремкомплект турбины, и у меня крыльчатка залетела в мотор. А, и ты перебирал мотор и сделал ковку? Новый мотор поставили. Новый мотор. А, нет. Короче, там... Блин, я уже не помню. Ты знаешь, сколько лет? Да все, ладно, это не интересно. Why you gotta act like I ain't gonna remember you? Remember you look so damn sexy when you do the things you do. You know you got me sprung, baby, come and sing for me. Baby, be my remedy. Show me how it's supposed to be, so I can be your. Меньше двух? Но он приедет после первого круга, у него давление будет 2,4. Братан, после первого круга у него шина слезет, я думаю. Я даже не представляю, сколько тут момента. Ниже 2 делай. Мы на треке. Все-таки дрифту быть в этом эпизоде. У нас сегодня не кастрированная G90, без всяких ограничений, с доступным задним приводом. Мы на трек не с эмошниками. Тут, конечно, в основном, ну нет, G-Generation тоже присутствует. А ты на ней тут уже катался? Нет еще. О, у меня, кстати, такие же есть перчатки. Блин, нормально. Вообще четко. Даже угол у нее есть, да? Как будто да. Офигенно. Оп, это она включила? Нет. Ты? Да. Ну, нормально. Короче, тачка из-за того, что прошита. Фух, подождите. Это могло быть лучше. Я просто сейчас сам еще Да, не... понятно, до первого раза. Как-то медленно. Ну, брат, первый раз. Ну, медленно достаточно. Медленно, Хочется да. прям, типа, темпа больше. Да, у нее просто тема, она не держит передачу. Она что, перелистывает ее или что? Да, типа как только касается отсечку, включает следующую. Это типа, чтоб, ну это из-за стейджа. Я сейчас танкер боком пустил. Чтоб коробку типа не порвать, она так Она обезопасивает. Она типа сейвит коробку? Да, да, да. Съехал Надо так и- вкататься просто. Я сейчас просто прикатаюсь, я плюс-минус понял, она передачу не переключила, и это отлично. Короче, как едем вторым номером? Мы едем просто на ровных колесах за ним. А чё? Ну ладно. Ну хочешь, езжай боком. Не, я мне потом всё разок равно. прокачусь с ним точно. Не, езжай, мне пофиг. Короче, знаешь, что я понял в очередной раз? F-кузов топ. Ну, во-первых, во-первых, да, во-вторых, пустить боком можно вообще все, что угодно. Да, конечно. В смысле, просто у нее мощности настолько много, что она на любой передаче может ехать. Едет. Тяжелая, ну да, тяжелая, но все равно едет. Ну давай так, твои впечатления вообще о G90? Меня вообще перестали цеплять все эти машины. Я бы не сказал, что мне какая-то М5 когда-то прям вот нравилась, чтобы я ее прям себе хотел. Такого нет. Мне не нравятся большие машины вообще. Мне очень нравится, как выглядит F10 опять. Да, не, мне как они выглядят, все нравятся. Это тоже мне 90 нравится. как красивая выглядит. машина, к ней просто, ну, вначале хейтили, а потом просто привыкнуть надо к этой машине. Не, она, Как из она G-кузова по-своему целого. прикольная, что она такой самородок. Таких нет. Нету. абсолютно. Это прикольно. Вот как жопа у Негритовски, она прямо такая Да. бразильяночка. Да, она огромная. Она еще из-за того, что матовая, кажется еще больше. Зеленая так не кажется.
Слушай, у нее даже угла много, понял? Мне казалось... Мне казалось, у нее выворота мало, понял? А она нормально выкручивает. Достаточно сильно кладет. Да, он ее прям в лоб закидывает. Хорошо смотрится, нет? Не, ну догнать ее, конечно, Ну, блин, понятное дело, просто. Она прям улетает. Конечно. Так она может еще быстрее. 100%. О. Ему просто надо придрочиться к ней. Что за экспонат? Да, экспонатик. Ты чуть Нормально. неправильно начал. Тебе, вот смотри, ты начал левее, а тебе надо наоборот правее, вот так ее закинуть. И второй поворот уже вот так. То есть ты Шире залетает, да. типа вот первый надо вот так начинать, а ты чуть в другую сторону начал, понял? Нормально. Все засрал. Ты что Засрал, туда? пизда. Ты как-то еще в этот поворот заезжал, уже не по той траектории как будто. Ну что, нормально она Блин, смотрится? со стороны вообще пожар просто. Машина может что-то показать. Ну да. Блин, ты красавчик, нормально вкатил. Поехали с ним. Сзади? Ну. Поехали. Итак, самый главный плюс. Пипец, как тут темно. То, что мы можем вот так вот четвером поехать дрифтить. Оп! Пипец, я прям чувствую ее вес. Ты чё за силовик в Сзади натуре? пипец разбрасывает, конечно, плотно. Я думаю, что машина вообще не почувствовала, что мы четвером сейчас проехались. Ключица моя почувствовала. Что-то похожее было. Когда? Вот в конце. А, ты приблизился к нам? Хорош. Понял, просто сейчас, она включила полный привод в начале. Что, громче? Она включила полный привод в начале. А, полный привод в начале? Да, она в М1 перепрыгнула. Поэтому это было отвратно в начале. А так в целом... Поехали. Сейчас как будто ты быстрее ехал. Быстрее? Ну да. Все тогда В давай. этой басне черепаха и заяц. Как в басне черепаха и заяц из такси. Я говорю, как в басне черепаха и заяц. Заяц всегда оказывается быстрее. Черепаха и заяц. Башня из такси, братан. Потому что басни из такси. Ну вы же фильм «Такси» смотрели? Да. Ну когда они на мосту с двумя пересотами. Все, не переживай, мы поняли. I just need some peace, some sense of relief. Take me there tonight, into paradise, paradise. Into paradise, paradise.
еще. Тоже как у нас. Там налево. О! Чего, блядь? А, это за 3000 рублей резина? Да, это та самая резина, второй раз. А, нормально тогда. Просто полосли. Там вообще, там катайся и катайся еще на этой шине. Да, конечно, нежная шина. Новая М5 разуется. Да, мы сглазили. А у тебя что, нормальная еще шина? Пойдем посмотрим. Вообще нормально. Не так уж сильно она и сжирает, получается. Эконом. Брат, телефон заберешь? Смотрите, у нее подсветка не как вот это с Алиэкспресса в двери или в зеркале, а она прям в пороге. Только я не понимаю, это просто полоски? Или это просто там что-то испачкано? Все, это, по-моему... Просто вот полоски, это да? типа 3 полоски, видишь? А, 3 полоски. Так, короче, у нас ситуация. Был запас хода 23 бензина. И она включила нам режим черепахи и сказала, что мы теперь едем только в электрорежиме. Микрофон ты не поставил. Ничего страшного. А потом я понял. Сначала я думал, что она бережет этот бензонасос, что типа оставляет чуть-чуть бензина. А оказалось, что это был уже запас хода электро. Нет, она наверняка так и делает. Нет, бензина 0. Видишь? Но она может А зарядка есть. нули. Короче, вот тут, где бензобак, она пишет бензин, запас хода и бензин, и электро. А тут только электро. А сейчас это одинаково. Получается, у нас полностью нет бензина. И есть только электро. Посмотри, какие там разъемы. EV чарджер. А, прикинь? 220? Нет. А, да. Да? Да. Ну, давай воткнем. Ну, давай. Просто подзарядим. Не то, чтобы нам это важно, но до заправки Давай. доехать надо. Держи. Давай. Got a ripple on my back. With and without you. Так, ну что, первая М5, у которой 2 лючка. Ляпс. Что пишет? Заряжает? Да. Там что-то полилось в виде электроэнергии? Не знаю. А что она зашевелилась? Ну, не знаю, заряжается он. До свидания. А, вон, смотри, зарядка, да, показывает. Да, вот заряд. 100% завтра в час 32. Чего? 100% зарядит завтра в обед? И это будет только батарея, видимо. Потому что 220... А ты думал, она еще бензина нам нацедит? Ну или да. что? А, понял. Думал, она там... Ну все, давай тогда. Не, в час 32 это ночи, это не в обед. В обед бы она в 13 показала. Ну да, кстати, наверное. Сейчас сколько время? 7 Сейчас Ну, 7:30. так вот я тебе про это и говорю, что типа 4-5 часов. Брат, ну она нас выгоняет. Ладно, мы пойдем. Все. Вау, смотри, как прикольно. 23%. Красиво, да? Красиво. Интересно, она много энергии тратит, чтобы это показывать? Мы в гараже исследуем новую М5. Все. Исследование завершено. Да, да. Мы решили завтра решили. Красивая. Так, у нас очередное доброе утро. Тачка зарядилась до 100% и показывает запас хода 68. Бензина по-прежнему нет, за ночь он не появился. И вот она выдает вот такую вот табличку в виде черепашки. И сейчас машина холодная, я только в нее сел. И мне интересно... Да. Остальные сколько? Сейчас. 2,5 в круг они все. Да все, хорош. Еще бесит тема, что тачка, если в гибриде, то есть двигатель не запущен, и ты просто хочешь с нее выйти, она прям, глохнет. Хотя ты этого не хочешь. Это бесит. В общем, я хочу сейчас вывести на монитор
температуру и посмотреть вообще, мы пока будем сейчас ехать до заправки, прогреется ли двигатель, масло или водичка, может быть от электробатареи, может, ну короче, какая-то система есть, которая хоть немного двигатель, потому что как будто бы это важно, которая не даст тебе на ходу, когда ты уже проедешь там километров 20 на электромоторе, включить М2. Мы поехали. Спасибо большое, хорошей недели. Ну что, тестим? У нас все разбросался. Залетел. Очки где мои? Ой, мои дашь по-братски? А где мои? А я не знаю. А, братан, смотри, тут даже есть температура батареи. Прикольно. И у нее сейчас температура столько же, сколько было в гараже. Плюс 14. Так, мы научились включать быстро подогрев. И в целом... Ой, мне, кстати, надо я привык. вырубить. Да, это я тебе включу. Да, спасибо. Едем хрустим. Едем, хрустим. Температура вообще не растет. Блин, ну это опасно, если такой темы нет. То есть ты вот так выехал, доехал, например, до трассы. Человек, который не особо шарит за тачки. Включил М2 после заправки и поехал. У тебя же уже нет в голове, что ты только сел в машину, и она не прогрета. Ты-то уже на ней проехал какое-то время. И по привычке долбанул. А у тебя масло холодное. А так, если делать в течение какого-то времени, как будто не очень. Так, мы выезжаем на платку, мы заправились. Я по-прежнему не запускал двигатель. Ну, мы уже едем, не знаю, минут 15, наверное, да? Ну да. Но температура не поднялась. Я просто не понимаю, даже в этом, в каком-то же, в старых или сейчас до сих пор есть в Range Rover'ах эта тема, что она прогревает двигатель без запуска двигателя. Как она называется? Вибаста. Вибаста. О, видишь? Значок, что холодная температура даже. Двигатель. Нажми этот М2. Запустил. Все, сразу 2000 оборотов на холодном. Не видно. Все, мы запустились и 2000 оборотов сходу. Едем 90. Я еле жму газ. Блин, это не норма выезжать на трассу с холодным двигателем. Ладно, мы уже тошним, по-моему, нет? Да вообще плевать. Ну ладно, сейчас чуть-чуть прогреем и нажмем, братан. Естественно, тут есть дистроник, то есть она может ехать, держать дистанцию, рулит, она сама периодически просит подержаться за руль, но это все в F90 появилось, у нее загораются индикаторы, типа возьмите за руль. А есть, короче, тема, если вот так его игнорить, она начнет сейчас прям красным пульсировать. И если ты опять заигноришь, она тебя потихоньку остановит, потому что подумает, что ты откинулся. Знал? Да. Вот если я продолжу, вот видишь, она думает, что у меня проблема, и она готовится к остановке. Стой! Все, я здесь! Блин, она нормально так тормознула Да, сейчас. ну это прикольная тема. Ну реально, прикинь, с человеком что-то случилось, чтобы он не уехал в кусты. Ну да. Машина тебя сама потихоньку останавливает. И все. Ну что, Климка, ты готов? Климка, короче, пипец, что за фанат Саши Булкина. Он мечтал с ним увидеться, и вот сейчас это произойдет. Махан-то вот стоит. Махан вот. Вес ты кайфуешь, да? Для замеров? Типа так, на 1300 сил. Мне кажется, нет. Здорово. Здорово. Это Климка, это Саня. Наконец-то. Все, наконец-то. Мы с Олей вечерами вот на твое лицо смотрим в телевизоре, а так... А он вечерами твое лицо. Короче, я не знаю, что сейчас будет. Ну, на, попробовать. Сейчас едем на суперсекретный полигон, Да. сам понимаешь. Да. Ну, плюс 5 это жесть. А ты сам без виска? Он там будет ждать. А, там. Надо уже мчать. Поехали. У него рука такая мягкая. Мягкая? Да. Понюхай, чем пахнет. Топни. Тянет? Тянет, Ну, что-то есть. Ну, все прикольно, что оно вот в совокупности. Блин, короче, вот лично, как по мне, весь кайф BMW в заднем все же приводе.
Вот мы сейчас нажали вот это ускорение, и знаешь, вот как в RS6 ты едешь, ты как газ в пол нажимаешь, ты прям чувствуешь, что у тебя колеса разгружаются передние, понял? Типа чуть-чуть. Она, мне кажется, очень мягкая просто. Я понимаю, но морда разгружается, понял? Я прям чувствую, что вот руль типа да. чуть-чуть такой становится, чуть как будто бы невесомый. Честно, новый BMW мне не нравится. Вот все новые BMW, вот все чуть-чуть не то. Большинству вот эта машина 100 пудов залетит. Залетит жестко. Жестко. Полный привод, куча мощности, Да. подсветки, музычки, колоночки. Не знаю, чуть-чуть не мое просто. Мы считали, кстати, G80 Pepsi-Cola, да? А это тогда что? Типа я говорил G80 Pepsi-Cola, а сейчас я головой понимаю, что G80 это типа, блин, крутая тачка. Мне кажется, надо привыкнуть. К этой машине? Да. Как Так и- я не говорю, что она прям вот ужасная. Типа технически-то это, наверное, все круто сделано. Просто тут по факту я не углублялся во всю эту батарейную историю. Мне-то не нравится вот отделочные, наверное, какие-то материалы, да? Вот, ну вот я опять сейчас сижу, вот при каждом чуть нажатии на газ у меня скрипит вот это вот сзади. Ну, бушак. это болезнь, да. Ну, опять же, вот, хоть все и говорят, что, типа, нет смысла обращать на цену, а для меня, наоборот, это давит. Типа, как на это не обращать внимания, когда ты отдал такие деньги? Вот захотел, включил электро, все, вот у оно нас, типа, заглохло. чуть больше половины батареи, да? Да, у тебя Она запас хода. заряжается сама за счет Ну, рекуперация, да. 37 у тебя сейчас запас хода. 37 километров я могу И вот проехать ты, около. да, почти 200 лошадей, у тебя электромотор, все, ты едешь. Ну, это прикольно, нет? Вот, Это видишь, новое. видишь, вот. Это прикольно. Хоть что-то. Типа- Ну и нажми, она нормально едет. Ну, типа, едет. Типа в пол даже можно, если он мотор не запустит. Блин, кстати, не знаю. Попробуй. Ну, вот сейчас я чуть-чуть нажал, типа 50%. 50% она просто... А она, видишь, уже тебе сотку. Она, видишь, да, уже да, на да. 100 едет, А поэтому ну, сейчас попробую. в пол не обязательно жать. Нет, типа с кикдауном запустит мотор? Попробуй. Я думаю, запустит. Да. Да. Прикольно. Ну, это А прикинь, на выхлопе так где-то. Видишь? Едешь так Видишь? тихонько, Я тихонько. тебе говорю, дело привычки. Да. На пайпе, бац! Да, так, на холодную да. чисто запустил. Еще, кстати, крутая фишка, в инсе видел у парнишки, то, что ты стоишь где-то, ты вот F90, например, на пайпах, да, ты ее как ни заведи, она будет очень громко орать. Да. Она будет орать. А эти машины круто, то, что на пайпе там ставишь все эти дела Stage 2, и ты можешь запуститься на гибриде. Да, и отъехать. Согласен, Вот это согласен, тема. кстати. Это тема Это страшная. тема. Очень. Ну вот, видишь, вот и плюсы пошли, братан. Да, Вот и согласен. плюсы уже. Согласен. Не, ну вот это прикольно, реально, то, что бац, Заглохло. и мы тихенько Вот, едем. видишь, Это прикольно. видишь. Так что все-таки эта тачка тебе подходит. Ну, это в техническом плане, я думаю, это реально крутая машина. Плюс ко всему сейчас... Вау. Саня. Давай за ним, брат. Что, на электро идем. Сейчас ребята там Stage 2 с них снимают что-то какие-то... Оля тоже поехала. Stage 2 какие-то сумасшедшие цифры снимают. 1050 лошадей. На этих машинах? Да, 1050, по-моему. Ну да. Брат, просто программа, в смысле, вот заехал, OBD подключил, Прикольно. грубо говоря, и у тебя 1050. То есть потенциал есть. И это еще их не научились нормально шить. Коробка еще не зашита, прикинь. На них коробки до сих пор еще не умеют шить, это без зашитой коробки. Ну да. Ладно, В брат, школе- давай семью эту догоним. Сейчас в школе, когда учились Bugatti Veyron, 1001 лошадь была, это тогда казалось вообще... Да, тут щас- кажется, да. мы сейчас Ну, вот вот сидим, видишь, едем. как М5 вырос? Сидим, едем. Прикольно же. Это круто. Ну, брат, давай к М3 прям подъедем, чуть ее поснимаем. Она же пипец сумасшедшая. Там что-то 1200 сил, там вообще космос. Ну, там реально он ее зарядил. Самое не Ну ты же точно выпуски все смотрел, ты же знаешь. Арбузик. Нормально шуршит. Жесть звучит жестко, да? Ведь они реально отморозки, да? Семья отморозков. Звучит жестко М3. Да, Прям братан, слышно, так там она на сингл турбо, она на одной такой чушке. Окна можно открывать чуть-чуть? Ой, брат, все, что хочешь Не, делать. просто помыли же. Ничего страшного. Сейчас газ даст, ну-ка. Братан, это кошмар. Ты слышал? Ты видел, как это при переключении Да, просто вибрацией подвеской? А, она не на сликах? Вы переобули ее? она не на А, вы не знали, да, об этом? не посмотрел. Так она на гражданке. Лучше. А я даже не посмотрел, ебать, я думал, нихуя слики цепляются. Как это вообще происходит? Да, все понятно. Я думаю, что за магия? Как можно плюс 5 прогреть шину до 15 градусов и ехать нормально? Ну как тебе арбузик-то, брат? Встань, давай сниму тебя. Вот это вариант.
Давай. А что, тут сильный звук прям? Нет, нет, нет. Нет. Блин, такой прям ровный звук. JZ-ный. JZ она, нет? Шипит как эти, как дизеля сажу, когда убирает. Слышь, а ничего, что видно эту турбину? Она не засосет сюда, ничего? Вообще фильтрон, по идее, должен быть как грибок для кого-нибудь хотя бы. Это жесть. Да, жестко. Кстати, не сильно свистит, да, с учетом того, что без фильтра. Они обычно прям так жестко пшикают. Стань, с чушкой я тебя сфоткаю, с чушкой. Сядь вот так с фарой, сядь. Да, не с фарой. Бля, это в рамочку, братан. Это в рамочку. Так по сути это уже не 3, у тебя тут сколько? 3,6 мотор уже? 3,4? А, реально? Строкер, да. Нифига себе. А отсечка у него сколько? Вот это есть. Сечка мы 7500 крутим. Ну, это как в стоке, да? Нет, стоки там 7200. 7200. Офигеть. Базару нет. Ну, звуки вообще не S58. Да, да, и это прикольно. Да, это звуки вообще не похоже. Мне очень нравится. На JZ похож. Все Офигеть. Это просто еще как бы вот. Так, ну что, держишься? Иди нахуй. Ну, со старта ничего не должно быть. Ох, блин. Да, она так сбросила? Вот такие, да. Там и пламя, и все, что хочешь. Давай У еще нас раз. 4. Давай еще раз. Меньше 100, когда будет, поедешь. Ты думаешь? Чтобы и 100-200 замерим. Сейчас выровняешь. Вчетвером? Ну, с 4-й поедешь с тобой, там прям хорошо получится. Ну, сейчас подожди, это ровно выедешь. Ну давай, да, после поворота. Я пока так вот звуки продемонстрирую. А почему она такая, да? Это вот какая-то Ну я отпускаю, вот она. собранная такая. Видишь, как она? Да, ну эмоции вообще огонь. Блин, прям снаряд такой. Жалко нет зацепа. Пипец интересно, я ее прям всю прочувствую. Попробуем, но я думаю, сейчас так себе время. Посмотрите. Ну, я думаю, что это под 4 где-нибудь, нет? 3,8 какие-нибудь? 4,4? 4,4? Это вообще нет, это считай, она вообще не поехала. А, Это вообще не плохо? поехала. Конечно. А сколько она может ехать? 3,3. 3,3. Понял. Это если зацеп, это если ну, не четвером. Физика вообще присутствует? Как это возможно? По сути, мы сейчас, 4,4 приятно, да? Но не 3,3. Ну, Виталик, понимаешь, да, как бы для нас это... 4,4 это очень быстро. я веду вообще Ну, мы со стаба ехали. Так она осталась, она все. Ну, мы сейчас проехали 100-200, 4,4. И он говорит, это очень медленно. See my face when I slide through every place I would find you. Every time we fell apart, girl, I see it in the scars. Baby, hold my hand. Let me be your man. Let me take you